Всем привет, с вами NFKRZ, и сегодня я решил сделать видео полностью на русском. Это, наверное, очень странно. И я, кстати, на русском не умею на камеру говорить совсем, поэтому, наверное, будет звучать, как будто я просто перевожу I'm speaking so fast, right? Да, я ничего не понял. Окей, в общем, мне постоянно комментируют, что люди, чтобы я сделал видео на русском. У меня такая была идея уже давно, на самом деле. I'm speaking too fast again? Не, я совсем понял. Okay, great. Типа. So, people always say that. На русском. Oh my God. Что, я говорю лучше русском. Я путаю языки, потому что я привык говорить на английском на камере. И я решил, это же идеально, идеальная такая возможность, что Бен приехал, он учит русский, довольно неплохо говорит на самом деле на русском. Я говорю, почему бы нам не сделать целое видео, где мы просто говорим на русском? Я очень боюсь, честно говоря, потому что я сам знаю, что мой русский, это достаточно путешествие, но это достаточно. Я могу купить что-то, я могу сказать, я могу спросить, где метростанция. Да. Сидит, интервью, камера, я уже, хорошо. На самом деле мы уже об этом говорили, опять же, не камеры, но что тебя именно сподвигло вообще начать учить русский-то? Это большая история моя, потому что у меня всегда было желание говорить на русском, хороший говорить, да. Почему? Это же вот не часто у людей появляется. Да. Почему? Потому что когда я был маленький, я был 15 лет именно, это было в 90-х годах, когда была перестройка, была гласность, и это было очень интересно для меня, что был большой эксперимент, как под закрытие двери или что-то, это коммунизм был здесь, да, так, и это для меня было так интересно, и я думаю, как я могу туда ездить, и я хотел... Открылось как новый мир такой, да? Да, это было как сказка или что-то, да? Очень, это как это называется на русском, это загадка, да? И я всегда хотел знать, что здесь, в России, и если я бы хотел знать это... Надо учить язык. Да, вот так, решил как-то учить. Очень ты с чего начал? То есть это просто учебники или... Я пытался каждый способ учить на русском. Каждый способ. Да, способ, да. Так, я слышал музыку, я прочитал книги, я путешествовал в России, я вступал в университет на курсы, для иностранцев. Это где, в Москве? Нет, это было в Минске, да. В Минске. Да, в Минске. Я только для пару месяцев или что-то, да. Но что я понял в это время, когда я был на курсе, это не мой способ. Да, традиционный, да. Да, это совсем не традиционный мне интересно. Потому что это все проблемы грамматика, да. Да. И это было так сложно для меня. Да, падежи. Вот. Потому что в английском там два падежа, там учить нечего вообще. Вот. А на английском, давайте, допустим, на английском слово big, да. Big, biggest, bigger, да. В принципе, да. А на русском большой, большом, больших, большему, большах, бла-бла-бла, бла-бла. Я даже... Кто нас смотрит и там из славянских тоже стран, кто говорит на славянских языках, там какой-нибудь чешский и так далее, они тоже поймут, что... Наверное, да. У них та же самая вот эта вся... штука с падежами сложная. Да, это славянские языки, наверное, это корни языки, это все сложные. В английском тоже падежи раньше были, там их было даже больше, чем у нас в русском. Но потом все умерло, и остался только possessive. Слава богу, а почему у вас нет? Не знаю, потому что, наверное, невозможно представить, как на русском речь бы вообще работала. Если бы не было падежей. Хорошо. Это как я твоя любить, не работает. Да, конечно. Да. Я решил, так это так сложно для меня, русский грамматика, то я буду делать это про мой личный способ. Да, можно так сказать? Да. И я решил, этот способ будет совсем без грамматики. Я решил, что я не буду обращаться внимание на грамматику. Так я говорю, в принципе, на русском совсем без грамматики. Я думаю, что это даже не важно, потому что все равно, я понимаю, что мой грамматика очень плохой, но все равно люди, в принципе, не понимают. Да, конечно, да. Я думаю, что это не самое главное. Вообще большинство, мне кажется, с кем я тебя тут сводил, они все удивляются, как хорошо ты говоришь. Потому что я англичанин. Да. Понимаете? И русский это не, это международный язык, в принципе, нету много англичанин. Английские люди, как я, которые говорят на русском, да. То есть вообще на самом деле, мне кажется, что это
нормальный такой туториал, вот это будет для тех, кто... Потому что у меня много на моем канале подписчиков, которые меня смотрят, которые сами учат или хотят учить. Я могу сказать только, что это работало для меня. Да, лично для меня это работало, это было хорошо. Но для их, я не знаю, может быть, есть люди, которые хотят говорить на русском очень красивый. Ну, понимаете меня? Да, как да. Пушкин или что-то. Но для меня это просто не важно. Грамматически правильно. Вот. Если это важно для вас, так, ну, тогда не сделать мой способ. До свидания. People going down the lift. Ой, люди. Элеватор. Не, мы не говорим элеватор. Нет, а что вы говорите? Лифт. Лифт? Да. Как английские люди? Да, лифт. Блин, не знал, да? Да. Элеватор Мы не это- американский элеватор это- использовать не американский язык, а английский. Элеватор это вот этот сайло, получается. Понял. Лифт? Лифт, да. Да. Лифт. А лифчик это бра? Лифчик, брат. Лифчик это другой, да? Да. Хорошо. Бра. Бра. Я помню, ты говорил о том, что ты в основном учил именно слова просто, много слов. Да. И у тебя был какой-то, скажем так, какая-то норма, когда ты вот учил столько-то слов в день, ты какой-то себе делал, собственно, какую-то цель, которую ты пытался выполнить, то есть сколько там слов в день Да, учить надо. хорошо. Я купил словарь, но это словарь, самый популярный слово на русском языке. How would you say in like by order of popularity? Да, по Первое слово популярности. было и, потом дом, потом код, потом сложнее. Ну, Да. то есть самый используемый. Вот, именно это. Так я решил, каждый день я бы 10 слов научить. 10 дней. Да, и сами А там сколько всего было? Очень много? Ну, словарь, в принципе, было 20 тысяч. Ну, конечно, я не знаю. Ну да, 20. да, но это невозможно. Я знаю, может быть, 3 тысячи или что-то около этого. Но это достаточно, я думаю. Мне на самом деле интересно, вот тоже, я как-то у тебя это, по-моему, в интернете спрашивал о том, что, например, когда я ездил в Чехию, например, ну, я только в Чехии был, в славянской стране, больше нигде не был еще, потому что я в Европе особо не катался. Как бы, когда я приезжаю в Чехию, например, да, я могу читать вывески, и мне понятно. Потому что язык тоже славянский, Конечно, вот эти все корни. корень, да. Но ты не понимаешь, да, если вот в Чехии какие-то вывески, нет? Может быть, нет. Ну, когда я прочитаю рекламу, допустим, на улице, я можно, понимаю, что Но это какие-то значит такие про вот- это. Но, в принципе, нет, я не могу говорить чешский язык. Не, ну это, я Да, тоже нет. ну, Я тоже нет. ну, я имею в виду, я совсем не могу использовать русский, там и они не понимают, я имею в виду. Да, но у них там хорошо, что у них почти числа все одинаково звучат. Там 50, 15, Ну, да, это вот, всё. да, это тоже я заметил. И вот эти там слова, вот эти, которые на них смотришь, вот, мне прям легко увидеть эту связь, а тебе, наверное, нет. Потому что вот, например, там есть, например, лекарня, например. Вот на что это похоже, нет? Вот непонятно? Ну, объясни мне по-другому Ну, чуть-чуть. ты потому когда-нибудь что- слышал слово лекарь, например? Нет. Это что лекарь, это архаическое такое устаревшее русское слово врач просто. Понял. Это Нет, я не лекарь знал. это врач. Ну, Но я так уже нет. никто не говорит. Понял, Это, понял. это прям в царские времена там давно говорили. Понял. Старый русский. Лекарь. Да. Лекарь. А я это слово знаю. И поэтому, когда я вижу лекарня, Да. мне понятно, что это связано с врачом, ну да. с врачами. И я такой, ну это же аптека, лекарня, понятно, все. Понял. Ну, есть много слов, которые, наверное, были старый русский, или Да, да. которые потому что я изучил из книгу, да? Или из книга, или как говорить, я не Но знаю. там да. были современные все слова. Да, ну, тоже были старые иногда, потому что я знаю это, потому что иногда я использую слов, и моя девушка будет сказать, никто не использует это Да, слово, да, да. понимаете? И тоже я использую это слово, может быть, это нормальный современный слово, но я использую это Не в том контексте. Вот, именно. Как? И люди, почему вы используете? Я не понимаю, о чем Да, ты, да, да, понимаете? да. Ну, слово, да, это существует, но все равно Да, да, не но никто так можно никогда не скажет. Вот, это бывает Да, часто. да. Ну да, и вот то есть у них в этом-то и проблема русского языка, в том, что русский язык, он вообще для большинства славянских других языков, он вообще непонятен. То есть у нас в русском вот эти слова, которые для нас кажутся архаичными, слова типа «очи», там, уста. Вот это все древние слова, которые никто. Мы говорим рот, не уста. Думал, А вот там на польском, на чешском это будет уста. Или и очи. Мы говорим глаза, а не очи. Понятно. И вот эти все слова такие, которые мы уже совсем не используем, они там до сих пор. И это поэтому многие вот украинские эти языки, они для нас смешно звучат.
Понятно. Потому что они как будто русский исковерканный, плюс с какими-то древними словами. Вот этими всеми. Да, когда я был в Беларусь, кто-то сказал мне, давайте мы будем купить бутылочку греха или что-то. Это была водка, это другое слово для водки. Для алкоголя. Грех или типа грех или что-то? Грех это sin. Да, я понял. Но может быть это из-за этого они используют. Но было греховный такой напиток. Да, это было sinful да, sinful drink, да. Makes you commit sin. Адский напиток. Адский, это было совсем другое слово, и я совсем не понял, что они говорили. Ну, особенно в Беларуси и Украине, когда я был в деревне. Я был на границе между Беларусью, Украиной и Россией там. И в деревне люди используют это как микс, да? Как чуть-чуть русский, чуть-чуть украинский, суржик, так, типа, да? И я совсем ничего не понял. Когда бабушка говорила со мной, я это... Я, честно, сам не уверен, понял бы я суржик или нет, наверное, нет. Вот, может быть, да. Когда ты слушаешь песни на русском, тебе все понятно или так? Не все, но я в принципе понимаю, о чем эта песня, или о чем это фильм, или программа. Да. Но каждый слов 100% нет. Но я могу... Сколько процентов, скажем? Может быть, 50. 50, может быть, меньше, даже меньше. Но это становится больше, да? То есть поначалу было вообще все плохо, то есть вообще ничего не было понятно, а сейчас уже чуть лучше становится. Чуть лучше. И я уже заметил, что я был здесь в России этот раз, 2 недели. Уже я владею лучше, чем 2 недели назад. Да. Понимаете? Потому что практика идет. Да, вот. Это так важно, что у вас есть практика. Да. Понимаете меня? Да, потому что вы можете делать, что я сделал для года. Сидеть в кухне, каждый день ваши 20 тысяч слов. Ну, если вы хотите, что они были конкретны в вашей голове, в ваш мозг, тогда надо говорить. Говорить. Практика надо. Ну, потому что то же самое с китайским. Я как не учусь, у меня каникулы, я китайский не практикую абсолютно, я уже ничего не помню абсолютно, я все забыл. Я тоже такой. И самая хорошая практика для меня – это деревня, где мне должен говорить на русском, потому что никто никому не говорит на английском, понимаете меня? Так, да, деревня, где я, предпочитаю путешествовать в России, это, глубенько, да, может, жопа мира, можно так сказать, да, жопа России. И там никто не говорит на английском. Так, если я не могу говорить, что я буду делать? Так, это... Пропал вообще. Пропадешь. Совсем. Да, тут, конечно, это еще такой вопрос к нам задавали, типа, а вы с Болдом и Бэнкроптом, вы говорите на английском или на русском? Ну, конечно, на английском мы говорим, потому что все-таки... Да, потому что когда вы столкнулся с человеком, который говорит, вы будете, если ваш английский лучше, чем мой русский, это почему мы будем говорить на русском? Да. Это были глупости, да? Потому что... ты говорил, что для тебя было приятно, наконец-то, с кем-то уже на английском можно поговорить. Потому что для 2 недели я не слышал на английском языке, я не столкнулся с людьми, которые говорили на английском, и мозг был так устал, честно, потому что надо думать. Надо постоянно думать, да, я вообще с ума сошел. Вот, это мне просто надо пару дней, когда я могу, говорить на английском, и вы прямо понимаете, что я хочу сказать. Ну да, устал. Да, потому что я даже не могу представить на самом деле. Конечно, было бы для меня так же сложно, если бы мне нужно было постоянно на английском говорить. Я не знаю, потому что мне кажется, все-таки на английском я как-то иду, я не думаю о том, как мне перевести что-то. Иногда я могу думать, иногда бывают такие моменты затупы, и ты такой думаешь, как же это сказать. Но в большинстве случаев у меня просто, автоматически как-то это происходит. Я путешествую в Россию, и когда я столкнулся с людьми, в принципе, они все спрашивают, как вас зовут, откуда, почему вы здесь в Россию. Так я уже привык отвечать это вопрос. Стандартные такие. Да, почти все одно и то же. Да, не надо думать. Уже знаю, что они будут сказать, и что я буду сказать. А сейчас наоборот. Сейчас это надо тест такой, да? Да, конечно, да. Да, потому что я хочу мне надо использовать слов, которые сейчас не используют. Слушай, мне кажется, ты очень хорошо справляешься. То есть, вообще, ты прям все понимал, что я говорил в это видео? Не каждый слов, но... Может, потому что я слишком быстро? Вы говорите очень быстро, честно говоря, для меня. Да, это очень... А это правда, что в других местах в России медленнее люди говорят? Или в деревнях люди медленнее говорят? Да, это легко для меня понимать люди в деревне. Потому что там темп жизни помедленнее. Старые люди не используют, сленг. Даже не в сленге дело, а в том, что, может быть... Ритм языка. Да, ритм жизни, то есть в деревне жизнь помедленнее. А в городе все спешат. И постоянно вот эта тараторка. Да, это я заметил в большой города. Это самое сложное для меня понимать. Самое легко для меня это Дагестан.
И потому что они тоже не владеют на русском так хорошо, как я. Жесть. Да, Жесть, вот. братуха. Так, для меня говорится людьми из Дагестана, из Кавказа, это легко, потому что мы одинакового уровня, понимаете? Да. Можешь за своего сойти. Да, вот, да. Как будто свой, Да. дагестанец. Да. Ну, слушай, мне кажется, вообще, во-первых, все, кто из России меня смотрит, мне кажется, им это очень видео понравится, они скажут, нифига себе, зауважают. Если и так не уважают, да, как ты меня уважаешь. Ну, в другом смысле, да, то есть, что... Ты Россию убежаешь? Ну, в том смысле, что, как бы, это заслуживает действительно уважения, когда человек настолько, как бы, да, took his time, да, то есть, заставил себя... Видишь, я даже не могу, я говорю как будто по-английски думаю, потому что я привык по-английски видеть на камеру. Потратил время, усилия на это, на то, чтобы выучить, да, поэтому могу сказать, это круто, действительно. Можно сказать, что я знаю, что много людей хотят говорить на русском, да, много иностранцев, да. И они спрашивают меня, как вы это сделали, да, потому что они хотят слышать, что у меня есть секретный способ, да, знать русский. Суперспособность. Да, что я буду сказать, ой, только делать это для 5 минут каждый день, и через 6 месяцев вы будете... 25-й кадр. Да, нету, прости, но я скажу прямо, правда, нету секретного способа да, вот, выучить. только надо Простого тратить время, говорить с людьми. Никакого шортката. Да, шорткат нету. Шорткат это, говорит каждый, часто с людьми. Практика. Это ваш шорткат. Но это еще это, это долго пути до момента, когда вы будете говорить, чистый русский. Да. Ну, слушай, мне кажется, на самом деле это видео вдохновит людей на то, чтобы они тоже начали учить. Или кто там немножко поучивает, Да, чуть-чуть правда, совсем, они правда. такие тоже, если он так может, значит я тоже могу. Да. Так что вот, надеюсь, это видео вдохновит кого-то выучить русский. Или кого-то, кто русский, выучить русский тоже. Многие русские тоже русский не очень знают, на самом деле. Поэтому... Ну да, Таджикистан. Да нет, даже в России пишут ужасно с ошибками, вот это все. Да. Я как бы не знаю, как ты пишешь на русском. Я могу писать как, ребенок. Как большой буква. Ну, хотя бы ты можешь читать кириллицу. Это уже... Книга без проблем, да. И даже книги можешь читать? Нет, книга можно, потому что это большой буквы, в принципе, да. Но как я не знаю, как это вместе, как это называется на русском. Cursive, я не знаю, курсив или как. Ну да. Не, это я не понимаю. Ну вот, ребята, мы сделали целое видео. Да, мы сделали целое видео на русском языке. Надеюсь, всем понравилось. Так что меня люди перестанут об этом просить. Если вы будете говорить, что я странно говорю на русском, в обычной жизни я говорю нормально на русском, окей. У меня нет никакого английского акцента в русском, просто я не привык на камеру говорить на русском. Для меня это очень странно. Ой, вопрос есть. Вы будете делать субтитры для этого или что? Да, я не знаю, это будет ужасно. Удачи. Да, мне кажется, мне нужно кому-нибудь заплатить, чтобы он сделал субтитры на этом видео. Потому что это... если я тут повешусь эти субтитры делать, это ужасно. Черт, я буду тратить, 1 неделю, да? Да. Черт. Ну вот. Ну ничего, я найду какой-нибудь способ. Может быть, реально я кому-нибудь реально заплачу там косарь. Да. Мой Типа, сделай мне субтитры на это видео, я думаю, что это лучше, потому что это невозможно. Да. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Это очень странно говорить эту фразу на русском, но если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на его канал, на мой канал. И увидимся в следующем видео. Пока!